так выглядел наш отель Балморал, и вот так выглядела наша комната в очень приятных зеленых тонах. А здесь завтрак. И я для себя открыла папайю. Невероятно вкусный фрукт. Обязательно попробуйте, если вы еще не пробовали. Но он должен быть спелый, тогда он очень-очень вкусный. Местные деньги называются колонны. 1 доллар 500 колонн. Но если у вас есть доллары, я вам рекомендую даже не менять на колонны, потому что везде принимают доллары. И вот мы вышли прогуляться по пешеходной улице, на которой находился наш отель. И зашли, я даже не знаю, как назвать, булочная. Там продают кофе и выпечку. И направились мы в наш первый музей. По пути вот такой приятный парк был. Конечно же, я остановилась, чтобы снять хотя бы коротенькое видео. Везде стоят скамеечки, люди отдыхают. В Сан-Хосе, надо сказать, очень-очень приятно находиться, потому что там тепло, не холодно, не жарко. И из-за того, что постоянно ветер, там нет духоты. Вот такая птица, это самая, по-моему, распространенная птица в Коста-Рике. Мы направились в музей, который называется Национальный музей. Вход в музей, так скажем, первая часть, это парк, такой небольшой парк, можно назвать его, с бабочками, с очень-очень красивыми бабочками. Но нужно быть очень внимательным, чтобы найти этих бабочек. Они, конечно, летают, но они прячутся за высокими деревьями, и не так-то просто их увидеть. Я даже обнаружила больше красивых бабочек, когда мы выходили. Про сад бабочек я вам расскажу в отдельном видео, потому что мы не только посмотрели вот в этом музее такой маленький очень сад бабочек, но мы и сходили в специальный сад бабочек. Сады с такими бабочками очень популярны среди туристов, поэтому местные их организуют везде. Следующая часть музея посвящена армии. И вот здесь показаны, туалеты представлены. Армии сейчас в Коста-Рике нет, а когда-то она была. И вот здесь показаны такие маленькие комнаты, как маленькая тюрьма, что ли, назвать. Но здесь, в этих комнатах, так скажем, дисциплинарные взыскания были для солдат. Их держали в этих комнатах. Говорится на вот этих вот стендах, что это не были какие-то там политические заключенные. Нет, это просто для дисциплины в армии. И, в общем-то, такая небольшая часть музея посвящена армии. Особо там смотреть было нечего. И, мы, конечно, посмотрели, почитали, вышли на улицу, а там такие красивые сундуки стоят. Скамья такая длинная, и само здание, оно очень красивое. Флаг национальный развивается. И это, можно сказать, мы находимся на крыше Национального музея. И дальше я уж так поставила просто пару фотографий. Это идет до Колумбова и после Колумбова эпоха. В любом музее вы можете все это посмотреть. Мы все это посмотрели, вышли на улицу, и я была поражена кактусом. Кактус выглядит как дерево. Очень интересно.
Кактусы там огромные, очень красивые растения, потому что это все-таки тропики. И вот снова выходим через тот же самый вход. И здесь бабочка питается фруктами. Вот эти самые крупные бабочки, они питаются не нектаром, а они питаются фруктами. А здесь вечером мы шли в ресторан поужинать, и по пути в ресторан я решила все-таки вам показать, как в центре Сан-Хосе выбрасывается мусор. Мусор в мешках, вот так вот на перекрестке, в один угол все сваливают, и потом подъезжает каждый вечер или каждое утро машина и забирает этот мусор. Так организовано только в центре Сан-Хосе. На следующий день мы гуляли уже тоже по центру города и зашли. Мне было очень интересно посмотреть, как вообще шоколад делают, и купить хороший качественный шоколад, потому что Коста-Рика – это одна из стран, в которой растут вот эти деревья, какао-деревья, из которых делают шоколад. И нам повезло, в центре тоже вот такой магазинчик мы нашли. Там можно было просто купить шоколад вкусный. Молочный шоколад с какими-то добавками, 100% шоколад, без добавления молока. Все что угодно. Но шоколад на самом деле очень вкусный. Про шоколад. Я была на шоколадной фабрике, где производят шоколад. И как это все, процесс идет, я вам расскажу в отдельном видео. А сейчас это вот этот центр, где находится магазинчик. И в этот день там было соревнование по завариванию кофе. Потому что в Коста-Рике выращивают также кофе. Очень вкусный, хороший, качественный кофе. Здесь вы можете видеть цены. И цены неприятно удивляют, потому что чашечка кофе стоит где-то 4, где-то 5 и даже до $6 за одну чашку. Это очень дорого. У нас в Калифорнии такие цены, простите. Ну вот в этом соревновании можно использовать там разные варианты заваривания. Зависит от помола, от обжарки. Много таких моментов важных. Вкус кофе, я имею в виду, зависит. И вот здесь уже дегустация идет и выбор. И, насколько я поняла, победила девушка. Ее кофе оказался вкуснее. Дегустация proходит вслепую. Había empates por acá. Vamos a ver qué colorcito es. Dice que es el amarillo. Un aplauso para Eli y para Pablo también. Muchas gracias, felicidades. Muchas felicidades. И опять центр Сан-Хосе. Я вам хочу показать вот эти канавы. И очень важно, да, когда вы там ходите, не переломать ноги. Я не знаю почему, вот в центральной части, это центральный проспект или первый проспект, мы там рядышком недалеко от отеля ходили, вот эти канавы, они не закрываются какой-то металлической решеткой. А здесь тоже вот такой памятник придумали. Помните, когда-то мы использовали диски и для компьютеров, и музыкальные какие-то, и даже, по-моему, фильмы смотрели, и игры были. Куда теперь эти диски девать? Вот кто-то придумал такую интересную статую, или что назвать. А здесь я на дереве остановилась показать вам, как бромелии растут, потому что влажность высокая, и дождей хватает для того, чтобы они вот так росли на коре. Ну и снова улицы Сан-Хосе. Снова эти несчастные канавы. И здесь я вам показываю, где нужно искать светофор. Потому что мы ходили, я сначала не могла понять, почему машины останавливаются и где вообще находится светофор. Дальше мы зашли пообедать. Я просто взяла какой-то говяжий суп с овощами.
Суп был неплохой, много мяса, картошечка, ну вот кукуруза, морковь. И потом чай зеленый. Я даже не помню, как назывался этот тортик маленький, но тортик был ужасно невкусный. Дальше. В Сан-Хосе вы можете увидеть вот такие необычные статуи. Толстые какие-то фигуры, женщины, мужчины. Вот несколько таких статуй я сняла. Ну и туристы, конечно же, фотографируются около них, трогают. Там, где натерто, уже видно. Там, где все потрогали. Вот вторая статуя из этой же серии. В самом Сан-Хосе, прямо в центре города, на площадях, растут огромные деревья. И кого там можно увидеть? Конечно же, вот этих красивых, зеленых, крупных попугаев. Они очень неприятно кричат, живут они большими семьями и постоянно разговаривают. Но наблюдать очень так интересно. А здесь я показываю 4-й проспект. Он идет параллельно Центральному проспекту, но он намного приятнее, пошире, почище. И здесь в основном местные, здесь туристов не так много. И вышли мы на Центральный парк. Там стоит католическая церковь, какие-то еще там фонтаны, здания, много деревьев с попугаями. Вот такими красивыми зелеными. Дальше мы продолжаем наш путь по этому проспекту 4-му. Очень популярные барбершопы или мужские парикмахерские. Везде и на каждом углу. Людей было очень много, потому что это были как раз выходные. Очень красивый такой мюрал, его что ли назвать, на стене рисунок. Я остановилась, чтобы специально для вас снять. И на такой небольшой площади еще и тренажеры для желающих поддержать свое здоровье. И дальше 4-й проспект выходит вот на такую площадь. Это такой азиатский район, где находится католическая, опять же, церковь. Но много азиатских ресторанчиков, там магазинов и так далее. Популярен среди азиатов. А дальше мы зашли в супермаркет, и я вам здесь показываю только отдел, где продавали овощи и фрукты. Цены очень приятные. Мы купили папайю. Я очень хотела, потому что на завтрак мне было недостаточно той папайи, которую я там ела. Колбаса интересной формы. Я не знаю, сколько она там закручена. 2 метра или 3 метра. Нужно отрезать. А так, ничем особенным не отличается супермаркет, как везде. Поужинать в один из вечеров мы зашли в очень популярный и очень классный аргентинский ресторан. Закуска были помидоры, прошутто, у Питера была говядина с овощами на ужин, а у меня была рыбка, по-моему, называется это махи-махи, рыбка с овощами. Очень вкусно, просто все таяло во рту. Готовить они умеют очень вкусно. Обходительный такой официант был. Десерт, мороженое шоколадное, тоже очень вкусное. Цены высокие, ребята, как в Америке. На ужин. Примерно, наверное, больше $100 мы точно заплатили. На следующий день мы пошли в парк бабочек, о котором я расскажу вам в отдельном видео. И я остановилась, потому что, посмотрите на это чудо. Это отель, так выкрашенный. На 1-м этаже находится ресторан, в котором мы после посещения парка бабочек зашли. Вот такие самые красивые большие бабочки. Совиный глаз, что ли, они называются. Можно и купить уже в сухом виде эти бабочки красивые. Ну, мы не стали такие подарки покупать никому, и себе тоже нам не нужно это, но мы просто пришли посмотреть, потому что я никогда не видела сад с бабочками, как их там выращивают, чем их кормят и как они вообще там живут. Мне это было интересно.
И вот Питер покупает билеты, но об этом в отдельном видео. Снова улицы. Улицы Сан-Хосе. И здесь вы уже можете видеть решетки на вот этих сточных каналах, потому что дождей там много. Про дожди тоже я вам позже расскажу. Здесь просто засняла, как выглядит остановка в Сан-Хосе. Мы направились в центральный большой-большой парк. На входе в центральный городской парк находится такая интересная статуя одному из президентов, Леону Кортесу. И вот так выглядит самый такой значимый и крупный парк в городе Сан-Хосе. Обычный такой, ну как назвать, публичный, зона отдыха, такой вот парк с озерами. В выходные, ребята, там просто столпотворение. Все играют в футбол, вокруг все на пикнике, людей просто, я просто поразилась. Все с собаками, без собак, кто как. Много чего продают, еду, напитки. Людям очень нравится вот такой отдых. Но парк этот, кстати говоря, фонтанчики с водой везде находятся. Вода очень чистая, хорошая вода, можно пить без фильтров. Отличие парков от, скажем, от российских таких, скажем, парков, да, на газонах. Люди сидят на газонах, располагаются, и не так много деревьев на самом деле. 2 озерца там же находятся. Вот мы вышли, я вам показываю в феврале, как эти озера выглядят. Второе озеро примерно так же выглядит. Не так было много там воды, потому что зима – это сухой сезон считается. Ну, такой интересный парк. Если вы живете в Сан-Хосе, то в выходные, конечно, с удовольствием туда можно пойти прогуляться, отдохнуть. Как бы на природе. Вот такой монумент там стоит. Рука. Статуя. Ну, кому интересно, я специально эту табличку вам показала. Можете остановить и перевести. Вот на выходе так было интересно. Мы пока гуляли по парку, отовсюду слышна какая-то музыка. И мы шли на эту музыку, и оказалось вот на барабанах, ребята, прямо на входе-выходе играет такой барабанный оркестр. Очень интересно. Мы немножко тоже послушали, остановились. Мы вышли из парка и направляемся в наш отель. И снова попугаи. Уже теперь сидят на здании, не на деревьях. Атаковали здание. Целое семейство. Здесь я вам показываю, как выглядит центральный рынок. Но это туристический рынок. Ничего особого там, такого интересного нет. И вот она, наша улица. Обратите внимание, какие бедра. Городок чистенький. Раньше, когда я смотрела других блогеров, они показывали, какой грязный был центр Сан-Хосе. Теперь все чистенькое, довольно приятно, но все-таки иногда встречаются такие запахи. И здесь вот тоже. Я сначала не поняла, но потом думаю, ну как-то странно. Зачем здесь вот этот вот горшок с каким-то искусственным цветком? И в один из вечеров мы решили поужинать в ресторане, итальянском ресторане. Я заказала себе чио-пино, очень вкусный, томатный, что ли, суп с морепродуктами. И у Питера была пицца. А дальше на следующий день мы арендуем машину. Вот в этом вот заведении. Тоже расскажу всю историю. Как мы побили нашу машину, но с нас никто ничего не взял.